Всем привет! Сегодня наступил тот торжественный момент, когда мы вместе с вами будем наносить керамическое покрытие на автомобиль. Вот имеется у нас такое вот покрытие с Алиэкспресса, называется Nano 9H Ceramic Coating. Но на самом деле называется оно 9H или 9H, это мы еще проверим, то есть результат нашего эксперимента, нашего нанесения покажет все-таки, как правильнее называть. Все-таки это H продукт или все-таки H продукт. Вот, значит, что оно себя представляет? Ну, наверное, вы уже видели 1000 раз на YouTube все это. То есть флакон, аппликатор, там внутри салфеточки, инструкция, все. Значит, самый главный этап — это подготовка. Подготовка автомобиля. Сейчас я поеду на мойку. Естественно, мойка будет с сушкой. После этого я буду обезжиривать кузов. Ну и при свете дня устранять все битумные пятна. Сколы я уже заделал. Сколы там отдельная будет вставочка в видео. Я вам покажу. Значит, что нам понадобится? Обезжириватель. Я взял литр, 2 флакона. И к ним распылитель, чтобы можно было прыскать на кузов и салфеткой протирать. Сколько по факту потребуется обезжириватель, я не знаю. Я взял литр и отдельно распылитель. Но бывают флаконы сразу литровые с распылителем. Просто в нашей местности таковых не нашлось. Итак, значит, обезжирили мы кузов, в том числе от битумных пятен. Далее мы, значит, наносим покрытие на одну деталь. Выдерживаем 3-5 минут. И растираем вот такими вот микрофибровыми салфетками. Вот у меня целый комплект, 5 штук. И все это обязательно нужно делать в резиновых перчатках. Вот у меня 2 комплекта резиновых перчаток на всякий случай. 5 салфеток, литр обезжиривателя и сама штука. А сейчас мы едем на мойку. Одним из немаловажных этапов является заделывание сколов. Вот видно, да? Один скол на двери у нас. Второй маленький скольчик. Вот он. То есть преобразователь ржавчины, потом грунтовка, потом краска и лак. По сколам потом выпущу отдельное видео поэтапно. Тем же самым обезжиривателем обрызгиваем кузов, и у нас вот тут начинают стекать битумные пятна. Битум сейчас мы весь уберем при свете дня и загоним машину в паркинг. Итак, исторический момент. Машина у нас помыта и обезжирена. То есть она уже сейчас выглядит довольно неплохо. Вот в ней видно отражение. То есть все, керамику можно и не наносить. Шутка. Вся эта операция долго задумывалась, долго готовилась. Паркинг у нас зафрахтован. В общем, надо ехать и наносить керамику. Итак, заехали в паркинг, с чего мы начинаем. Во-первых, одеваем перчатку на ту руку, которую мы будем сейчас обезжиривать. Меняем обязательно тряпку на светлую, потому что светлая у нас, на ней мы посмотрим, сколько у нас грязи осталось после первичного обезжиривания. Ну и сам обезжириватель, вот столько у нас осталось после одного круга. Начинаем с самых менее загрязненных мест, то есть с крыши. Все, и поехали растирать. Пока у нас сохнет крыша, точно так же поступаем с капотом.
И с крылом поступаем аналогичным образом. Все дальше двери и так далее, далее по кругу. Итак, автомобиль полностью обезжирен. Так вот он у нас блестит. В принципе, времени это заняло немного, но ушло у нас получается на первичное обезжиривание, на отмытие битума вот такая огромная одна салфетка. И уже на финальное просто протирку обезжиривателем вот две такие салфетки. Вот видно, что они грязные. Ну, потому что я где-то проходил и под крылом, и там около резинок, и что-то там оттирал. Вот такой вид. Все, сейчас ждем, когда кузов высохнет, и наносим керамику. Итак, керамика. Берем, значит, аппликатор, обворачиваем его в твердую сторону, ну, так говорят, экономнее, салфеточкой. И наносим несколько капель. Оп, телефон упал. Сейчас, минуту. Раз, два, три, четыре. Все, нанесли. И начинаем вот такими движениями. Не знаю, насколько вам видно по отцвету. Ну, какой-то жирноватый след есть. Да, жирный след определенно есть. То есть проходим вот так вот по горизонтали и переходим к вертикали. Берем новую чистую тряпку микрофибровую и вот так вот легонечко все это дело располировываем. Это я обработал один край крыши, то есть левый. Сейчас здесь располирую и также сделаю правый. Практически весь автомобиль, кроме заднего бампера, обработан на один слой. Пока не вижу я каких-то визуальных изменений, но на ощупь автомобиль очень гладкий, то есть по нему сильно скользит тряпка, просто неимоверно скользит. Вот, значит, сейчас мы сделаем перекур и перекус. Автомобиль у нас после первого слоя, ну, насколько это будет возможно, он подсохнет. И буду наносить второй слой. Вот сейчас только бампер закончу, задний, и все. Потом сделаем вторым слоем и посмотрим, насколько еще у нас останется жидкости. Ну вот примерно так у нас выглядит автомобиль после первой обработки. Не знаю, видна ли разница или нет, но вроде стал более блестящий. Вот капот. Крыша. По-моему, чуть-чуть есть. Ну, посмотрим. Тут, я думаю, чем больше слоев, тем лучше. Сделаем еще через минут 30 второй слой. Приступили ко второму слою. Поменяли, как видите, тряпочку. Опять я прошел крышу первым делом. И сейчас приступил к капоту. А вот сейчас, признаю, после второго слоя действительно блестит.
И так прошло у нас 2 часа. Ничего себе, вода там хлещет из глушителя. Но речь не об этом. Почему-то у меня всегда так. В общем, прошло 2 часа после нанесения покрытий. А по покрытиям у нас получилось, значит, что 4 слоя на всю кузовщину, ну я имею в виду на металл, по 2 слоя на каждый бампер перед и 2 слоя крыши. Не знаю, то, что я видел на ютубе на черных машинах, там, конечно, зеркало. Там отражается все, и люди, и предметы, не только вот солнце, как у меня. Ну, это, видимо, особенность цвета. Царапки он не убрал, ну, может быть, минимизировал, но, в общем и целом не убрал. Если что, рекомендуется все-таки машину полирнуть, если вам это доступно, перед нанесением покрытия. Ну, вот так вот. То есть, да, блестит, да, лучше, больше, чем было. Вот, но никакого зеркала не образует, как вот на черных автомобилях, которых я кучу пересмотрел на YouTube. Вот, потратил я на нанесение, только на нанесение покрытий с 2 перекурами 6 часов. Вот, смотрите, надо оно вам или не надо. Всем удачи!